Друзья, всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич. Сегодня мы приехали в село под названием Неданчичи Черниговской области, и находимся мы на родной реке Днепр. Находимся мы на левом берегу, и что хотелось бы отметить, правый берег – это уже Беларусь. В данном месте, друзья, я нахожусь впервые, и это вдвойне подкупает, потому что на новом месте никогда не знаешь, что тебя ожидает. Если говорить о визуальных наблюдениях, то мы находимся на обрывистом берегу. Что мы можем видеть? Идет мгновенный свал в глубину. Здесь присутствуют всевозможные обратки, омуты, корчи под ногами. Вот. И я думаю, что основной рыбой здесь должен быть судак. Времени для рыбалки у нас не так уж и много. Это буквально сегодняшний вечер и завтрашнее утро до обеда. За это время я постараюсь максимально быстро разобраться с условиями, с рыбой, с ее повадками и поведением и дать вам как можно больше полезной информации. Погнали! Первоначально, до того, как приступить к рыбалке, мы проверили глубину по данному берегу. Проверили мы ее эхолотом под названием Диппер, то есть его можно было спокойно забросить далеко. И с помощью телефона, на экране телефона полностью выводится глубина, наличие рыбы и так далее. Вот, что хотелось бы сказать. Глубина на выбросе составляет порядка 4-4,5 метров. Потом ближе к нашему берегу идет резкий свал, яма, канава. Вот. Глубина составляет в районе 6,5-7,5 метров. Вот. И практически под самым берегом на расстоянии от 5 до 10 метров идет резкий выход на мель. Вот. В этой канаве и на этих бровках, я думаю, мы и будем искать нашего хищника. А что у нас из этого получится, смотрите сами. Опа. А вот и первая рыбка, ребята. Вот и первая рыбка, это у нас судачок. Не крупный. Опа. Первый судачок у нас не крупный. Вот. Примерно в районе 400 грамм, я бы сказал, наверное. Вот, поклевка произошла на ближней бровке, буквально метрах в 7 от берега. Это примерно. Вот. Рыбка атаковала достаточно уверенно, жадно. Вот, в принципе, как я и предполагал. То есть рыба стоит на свалах. Вот. Ну, пока все очень даже неплохо. Посмотрите, приманка атакована не совсем в шахту, конечно, но, как говорится, без шанса на сход. Вот, рыба засеклась очень уверенно, поклевка была очень хорошая. Вот, и вот такой вот судачишка у нас в активе. Наш первый сегодняшний трофей. Вырывается, мы его сейчас обязательно отпустим, долго мучить не будем. Вот такой маленький, пятнистый, клыкастый красавец. Ну что, первая рыба у нас поймана, это не может не радовать. И в двух словах, как это все произошло. Заброс приманки я сделал метров, наверное, на 50. Как я и говорил, там у нас мель, и ближе к ногам началась канава. Начался свал и достаточно приличная яма с течением. То есть здесь течение такое, что я вот использую в данный момент 14 грамм. То есть никакой мелкой резины, никаких мелких весов, 3 дюйма приманка. И была найдена перспективная точка в 6-7 метрах от ног.
это резкий выход на мель с канавы, с этой самой. Вот. И несколько приманок мы уже успели оборвать. Прошли мы метров 20-30 по берегу, и 2 или 3 зацепа с обрывами у нас уже произошло. То есть корях здесь достаточно много. Но, тем не менее, на очередной точке, на резком подъеме, стоял дежурный судачок, который порадовал нас своей активной поклевкой. И мы его поймали, ну, собственно, и отпустили, как вы сами видели. Вот. Что хотелось бы сказать. Сегодня мы тестируем сразу несколько новинок в мире спиннинговой ловли. Во-первых, это новые силиконовые съедобные приманки, на которую мы и поймали, кстати, нашу первую рыбу, но об этом поговорим немножко позже. И также немножко позже мы поговорим о спиннинговом удилище, которое называется Z. Данное удилище с тестом до 16 граммов, и сегодня у меня в планах протестировать его чисто по джигу, чисто по судаку, и вот очень интересно, как оно себя поведет по этой рыбе. Так что об этом мы поговорим немножко позже, а сейчас продолжим нашу ловлю. Есть. Есть рыба. Ух ты. Сопротивляется. Есть контакт. Ой-ой-ой. Это на судака похоже, ребята. Ух ты. Хороший. Хороший. Ай, хороший. Тихо, тихо, тихо. А судак ли это? Ух ты, елки-палки. Ой, хорошая рыба. Ой, хорошая. Ху-ху-ху-ху-ху. Меня другой вопрос волнует, а не сом ли это? Потому что уж очень упирается. Ой, хорошая рыба. Ох, как идет. Уху-ху-ху-ху. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ох, тут корчей много. Главное, чтобы не завел. Ого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну кто ж там у нас? Покажись. Уху-ху-ху-ху. Что-то, ребятки, реально хорошее. Ох, это судачина. Ох, судачина. Фу-фу-фу-фу-фу. Ох и судак. Ох и судак. Ёлки-палки. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Есть. Фух. Ребята, это, конечно, да. Ну что, ребята, это просто... Это просто счастье. Вы посмотрите. Это трофеище. Это просто трофеище. Нет слов, одни эмоции. Судак клюнул с дальней дистанции. Я перешел на увеличение веса. Назад на 14 граммов. И решил пробить дальнюю бровку. Судак прижал приманку бородой. И я, честно говоря, не знаю, но, наверное, около 3 килограмм здесь точно есть. Но на вываживании он, конечно, принес бурю эмоций и впечатления. Я, наверное, думаю, меня очень не скоро покинут. Вот это действительно достойная рыба. Это тот, за которым хотелось ехать снова и снова на рыбалку. И вот он, наконец-таки, попался нам. Это невероятной красоты рыба. Это просто... Я тебя поцелую и отпущу, дорогой. Сейчас еще 1 минутку, мы тебя заснимем. Фу. Я просто счастлив, друзья. Это невероятные эмоции. Это жесть, это судачище.
на лайтовую палочку до 16 граммов. Это просто жесть. Ребята, мы его сейчас взвесим. Очень интересно, сколько он весит. Это, ну, я думаю, где-то в районе 3 будет. Вот, у нас по нулям на весах. Вот, и сейчас мы его, красавчика, взвесим. Очень интересно, какой вес нам покажут весы. Ну, чуть-чуть ошибся, чуть-чуть меньше. 2,550. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, это достойный трофей. На такую легкую палочку, на такое легкое удилище, как для такой рыбы, это, конечно, супер. А теперь отпускаем его. Долго мучить не будем, потому что и так уже немножко передержали. Красавчик. Хорошая рыба. Такую рыбу приятно ловить и еще приятнее отпускать. Ну что, малыш, давай. Тебе нужно домой. Давай, давай, давай. Супер. Эмоции просто на высоте. Это не передать словами. Супер. Есть рыбка. Есть поклевка. Еще один судак. Уф-уф-уф. До какой же степени здесь сильная рыба, ребята. Это просто жесть. Фух. Вот это было ударище, конечно. Где ж ты, покажись. Ох, красавчик. Красавчик. Хорошенький. Такой где-то килушничек, наверное. Приятный. Так, сейчас мы тебя возьмем. Опа. Сейчас мы тебя возьмем. Иди сюда. Опа. Есть, ребятки. Фух, есть, красавчик, попался. Хорошая рыба. Фу, блин, да, поклевки, конечно, капец просто. Рыба здесь необычайно сильная. На течении борется до последнего. И обратите внимание, какой красивый судак. Это где-то килушка примерно. Вот. Клюнул очень уверенно, очень жадно. Можно видеть, что офсет пробил полностью костистую пасть судака. И, как говорится, без шансов на сход. Вот такой вот тест предсерийного удилища Флагман Z. Как-то так. Вот и еще один красавчик нам попался. Это где-то в районе килограммчика. Приятный судак с очень мощной поклевкой сел. С первой, наверное, за сегодняшний день с такой поклевкой мощной. Вот. И порадовал нас поклевкой на ближней бровке, опять-таки. Ближе к ногам, метрах в 7-8 от берега. Вот такая приятная рыбка. Есть, есть. Опа. Ну, иди сюда. Иди сюда. Есть, друзья. Есть поклевка. Ох ты, сопротивляется, бойкий. Хорошенький. Не такой крупный, конечно. Не такой крупный, но
все же судачок. Все же судачок, и это очень приятно. Опа. Вот вам, пожалуйста, очередная поклевочка. Очередная поклевка некрупного судачка, такой может грамм 400. Клюнул на фиолетовый виброхвост на офсете на 9 граммах. Ну, такая симпатичная рыбка. Вот, даже такой некрупный судак, скажу я вам, на таком течении дает, конечно, бой очень серьезный. Вот такие клыкастики обитают в местных ямах. Замечательная рыба. Зацепился с самого краю. Очень нежно взял. Я даже сначала не понял, что это была поклевка. Вот такая вот рыбка. Изначально я поставил вес 14 граммов. Далее я уменьшился до 12 граммов. И вот сейчас я перешел вовсе на 9 граммов. То есть с 9 граммами приманка достаточно подвисает на максимальной глубине этой канавы под бровкой. То есть глубина как бы в районе 7 метров, плюс, конечно, течение. Это все создает эффект зависания приманки. То есть в районе 2-3 секунд на паузе приманка у нас зависает. И вот это подвисание приманки, именно оно и спровоцировало судака. То есть по подаче приманки, по проводке, пока ничего хитрого абсолютно я не придумывал. Это обычная ступенька, то есть полутора или двойной подмот катушкой. Вот, то есть пока как бы мы ничего не придумывали такого сверхъестественного. Посмотрим, как рыба будет отзываться дальше. Если она будет закрывать рот, если она будет пассивничать, то будем уже как-то ухитряться и изощряться. А пока ничего хитрого, пока все очень просто. Но именно тот факт, что мы перешли на 9 граммов, и принесло нам очередную рыбку. Очередной зацеп, которых здесь очень много, с офсетом. Вот и офсеты далеко не всегда спасают. Скажем так, один офсет уходит где-то на 3 двойника примерно. Но здесь ничего не поделаешь. Карачей здесь действительно очень много. Оторвались. Сейчас быстренько перевяжемся и снова в бой. Без этого никуда.
Есть. Есть. Ох, поклевочка. Ох, 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 ох. Хорошая поклевка. И очередной судачишка у нас на подходе. Ох, сопротивляется. Наконец-то. Ох, 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 ох. Уже где-то под ногами. И вот он. Вот он, хорошенький. Ох, какой мотлох вытворяет. Опа. Иди сюда. Ходили мы долго, не могли заработать поклевку. Я не знаю, наверное, где-то час-полтора примерно. Вот. И начали смещаться вниз по течению. Здесь также обрывистые берега. Вот. И я предполагал, что здесь также будут ямы. В принципе, я не прогадал, так оно и получилось. Придя на очередную точку, несколько раз, 2 раза, если быть более точным, я оборвался. То есть здесь опять-таки коряги уложены под бровку. Вот. Но в очередной раз, перевязавшись, поставив 9 грамм и 3-дюймовый виброхвост в натуральном цвете, произошла мощная поклевка с дальней бровки. Вот как только я забросил, приманка упала на мель, ну примерно там на 4 метра, скажем, условно. И когда приманка стаскивалась со свала на глубину, тут же последовала незамедлительная и достаточно мощная поклевка. Вот такой красавчик, где-то до килограмма, очень, я бы сказал, порадовал нас после длительного затишья. Отпускаем его и продолжим нашу ловлю, поскольку сейчас закат, и это как раз-таки самое что ни на есть судачья пора. Офсетный крючок очень хорошо пробил пасть, вот, и судачок в нашем активе. Очередной красавчик, отпускаем. Есть! Бляха-муха! Бляха-муха! Вот и подходит к завершению наш вечер. Первый вечер, проведенный на диком Днепре. И, ребята, скажу я вам так, эмоции, конечно, не то что на уровне, эмоции просто зашкаливают. Поймали мы, если я не ошибаюсь, 5 рыбок сегодня за вечер. Было несколько холостых поклевок. 2 небольших судачка поймали в районе где-то до полукилограмма, 2 где-то килушки примерно и 1, которого мы взвесили, настоящий трофей сегодняшнего вечера, судак более 2,5 килограмм. Вот. Пока мы еще продолжаем ловить, но солнце садится и скоро будем закругляться. Завтра для ловли у нас еще отведено утро, и в принципе что делать мы знаем. Примерно по точкам я ориентируюсь, куда нам завтра нужно будет идти. Вот, так что оставайтесь с нами, утром мы постараемся поймать рыбы еще больше.
Доброе утро, дорогие друзья! У нас утро действительно доброе, потому что оно из кофе плавно перекочевало в ловлю. Пока поклевки я не видел. Мы поменяли 3 точки, где вчера у нас были поклевки, но пока все тщетно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, рыбка здесь выходит немножко попозже. Посмотрим. И, конечно же, приложим все усилия, чтобы поймать ее. Сейчас будем двигаться, перемещаться вниз по течению, потому что ниже гораздо больше перспективных точек. Чем ближе к мосту, выше по течению, тем мельче. Вот, и, соответственно, искать судака там нецелесообразно. Здесь же на ямах и в корчах эта рыба стоит, устраивает засады, кормится и так далее. То есть такие условия ему по душе. В таких условиях мы его и будем искать. И будем надеяться, что все у нас получится и сегодня. Вот. Ну а что из этого выйдет, смотрите прямо сейчас. Друзья, хотелось бы поделиться с вами некоторыми наблюдениями и секретами в плане ловли судака. Это меня неоднократно выручало, в том числе и вчера вечером. Приведу конкретный пример. Мы стоим на точке, у нас в 6-7 метрах от берега идет резкий свал. Мы наверняка знаем, что здесь стоит судак, что он здесь есть. Мы пробрасываем эту точку, но поклевок не следует. Ух ты, жерех вышел, красота! Вот, мы смещаемся выше по течению метров на 10-15 и отбрасываем опять-таки эту точку, меняем угол проводки приманки, и рыба атакует ее. Также, что вчера удалось заметить, поклевки судака на одной и той же точке возобновляются при смене приманки. Это также немаловажно и может здорово выручить вас на рыбалке. Вот таких 2 маленьких секретика, так что пользуйтесь на здоровье, ловите и отпускайте рыбку. Есть. Ух ты. Ух, поклевка. Хорошая поклевка сдалека, с выброса. И это судак. Ребята, кстати, поклевка произошла на мели, с самого-самого выброса. По всей видимости, судак вышел туда кормиться. Но это я так предполагаю. Вот и первая утренняя рыбка у нас на подходе. Иди сюда, небольшой. Небольшой судачок. Вот, но судачок. Вот и очередная рыбка, ребята. Этот, наверное, один из самых маленьких. Такой грамм, может, 400, под 400. Вот, но клюнул. Опять палец порезал, зараза. Клюнул с самого выброса, клюнул на мели, как я уже сказал, где-то метрах на 4. Вот. Я даже немножко не ожидал, потому что забросил приманку целенаправленно на мель, чтобы стащить ее на глубину. Вот. Ну, поклевка последовала после первого же подрыва. Вот. И вот такой симпатичный малыш-судачишка отозвался у нас на всю ту же новинку. Это у нас виброхвост под названием Mystic Fish, который вчера подарил нам не одну рыбу, и в том числе трофейного судака, как для береговой рыбалки. Вот. Ну, если вчера это были расцветки фиолет, ультрафиолет под названием лох, как его все называют, то сегодня вот сработала кислота. Пробовал я темные, естественные цвета, оттенки приманок, рыба клевать не хотела. Поставил кислоту, и тут же, конечно, произошла жадная поклевка. Вот такая вот рыбка. Долго его мучить не будем, давайте отпустим.
в знак благодарности за то, что он нас порадовал. Да, рыба здесь, конечно, очень резвая и не сдается до последнего. Что хотелось бы сказать? В данной местности вода достаточно мутная. Вот, и почти всю рыбу вчера, точнее даже всю рыбу вчера я поймал на темные вот такие вот расцветки приманок. И кислоту рыба вчера игнорировала полностью. Вот, пробовал всевозможные зеленые, вот прям ядовитые, кислотные, желтые оттенки, не хотел. А сегодня мы прошли уже, наверное, точки 4, где-то точек 5. Вот, и поклевок на естественные расцветки приманок не было вообще. Только поставил кислоту, она тут же сработала, и рыба отозвалась. О чем это говорит? А говорит это о том, друзья, что не стоит бояться экспериментировать, нужно экспериментировать больше, и у вас обязательно все получится. Честно говоря, я не очень люблю офсетные крючки, ребята. Стараюсь по максимуму избегать их применения, потому что очень часто реализация от этого страдает. Вот. Но в подобных условиях, как здесь, им альтернативы просто не найти. И они здорово выручают. Ворм-хуки, которыми мы сегодня ловим, крючки офсетные с игольной заточкой жала, превосходно просекают рыбу, и холостых поклевок пока не было. Вот. Если ловить с одинарниками, с двойниками, то, как я говорил, на один офсетный крючок, на один обрыв приманки с офсетным крючком уходит примерно 3-4 одинарника двойника. Ну, это, конечно, говорит о многом. Какой-то корч. Есть. Ох и подача. Фу. С выброса. Есть рыба. Ха-ха-ха. Этот судачок, ух ты, побольше будет, чем сегодня. Блин. Ну что, друзья, вот и подошла к завершению наша рыбалка на Диком Днепре. Подытожим. Поймали мы в районе 6-7 судаков за вчерашний вечер. И сегодня, к сожалению, нам попался только один. Были контакты, были холостые поклевки, сходы. И что самое интересное, рыбу мы сегодня нашли только на одной точке. То есть было около 5-6 контактов, наверное, и все вот именно здесь. На дальнем расстоянии, примерно метрах, наверное, в 60 от берега, находится густой коряжник, и под ним стоял судак. Сегодня, к сожалению, мы поймали только одного. Поскольку судак крайне редко стоит на ровном дне, как и предполагалось, вся рыба была поймана с бровок или из-под корчей. Очень порадовал трофейчик, который завесил практически 3 килограмма. Вот. Достаточно бойкая здесь рыба, до последнего не сдается, вон, все руки поколоты, в ссадинах, из-за шипов, из-за зубов, из-за жаберных крышек. Но, честно говоря, я бы так каждый день кололся бы, лишь бы он клевал. Удалось протестировать линейку съедобных силиконовых приманок. Это просто бомба, друзья. Несколько пачек у нас ушло, половина осталась в корягах, половину съели голодные судаки. Также удалось протестировать предсерийное удилище Z, и если в двух словах, то это просто бомба. Удилище очень дальнобойное, чувствительное и жесткое. Для таких условий оно подошло как нельзя лучше. Целевое предназначение этих удочек – это будет в первую очередь ловля щуки и судака. Ну а вы, друзья, больше экспериментируйте, и вы обязательно поймаете свой трофей. Надеюсь, что многим из вас это видео поможет начать осваивать береговую ловлю судака. Ну а с вами был Артем Некрич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на Флагман ТВ. Всем пока!